Привет всем! У меня еще один немец сегодня в коллекции. Юнкерс 86. Это один из бомбардировщиков нацистской Германии, который тоже ассоциируется именно с ней по силуэту, по разнесенному оперению. Хотя на момент начала Второй мировой войны этот самолет уже устарел, но он отличился своим участием в испанской кампании. Вот, и он был как один из основных бомбардировщиков для обучения летчиков в течение всей Второй мировой войны. Но надо еще сказать, что у этого самолета есть выдающаяся версия, высотный разведчик, который достигал высоты почти 15 километров, что было недостижимо ни для советского ПВО, ни для британского ПВО. Вот. Только к концу войны его смогли начать сбивать, поэтому такой самолет тоже я, наверное, себе найду. Вот, он немножко по-другому выглядит, у него длиннее крылья. Вот. Но с точки зрения коллекции Второй мировой войны самолетов, то этот очень даже примечательный экземпляр. Давайте посмотрим. Коробка обычная, то есть средних размеров. На коробке нанесены 6 вариантов камуфлирования, то есть это разные компании и разные самолеты, даже разные страны. То есть есть Португалия, есть Австрия, Венская республика, судя по всему. Вот, Вена написано. Это, наверное, Испания. Нет, это Южная Африка. Это южноафриканские и 3 версии немецких, германских войск, Люфтваффе. Сам по себе самолет не очень большой, но средних размеров, 24 по 25 сантиметров почти в длину. На тыльной стороне коробки ничего нет, белое. Вот. С этой стороны тоже только надписи технологические. Открываем коробку. Инструкция. Декаль, наверное, внутри. Да, декаль внутри. И запаянные элементы. Сейчас все будем смотреть по очереди. Как и большинство самолетов Вермахта, этот самолет строился как пассажирский, потому что им запрещено было строить военные самолеты. Сейчас будем смотреть на детали. Ну, достаточно большая. Остекление кабины и, судя по всему, подставка. Да, этот самолет у меня идет с подставкой. Вот, стеклянная прозрачная подставка. Очень классно. Значит, элементы кабины. Четко отштампованные и очень детально проработанная фонарь кабины, стрелковые башни и носовая турель, которая была необычной. Ну, в общем, остекление, как всегда, на высоте. Мне очень нравится. И то, что есть подставка, тоже, наверное, плюс. Непосредственно детали самой модели на литниках. Сейчас смотрим, как это выглядит. Так. Крылья имеют прямую эллиптическую форму в плане. Очень детально заклепочки нанесены. Очень здорово выглядит. Само крыло не очень большой размер. Фюзеляж тоже имеет хорошую расшивку. Очень даже приличный. Внутри элементы под конструкцию, под монтаж. Стабилизаторы рули направления очень детальные, с триммерами, очень хорошо что отформованы. То есть это при покраске будет очень контрастно и красиво выглядеть. То есть крылья сделаны очень аккуратно. Я думаю, что это очень хорошая проработка. И обшивка внешне самого самолета тоже выполнена крайне четко и детально. Супер. Шасси.
Колеса очень детально сделаны, красиво. Даже нанесено рисунок протектора, надо же. Пулеметы. Заднее колесо, самоориентируешься. Удивительно, что на этих самолетах немцы экспериментировали с разными двигателями. Сюда ставили и дизели, и разные мощности жидкостного охлаждения двигателей. Но на самом деле самолет на момент начала войны уже очень устарел. Его скорость была не более 350 км в час, и он просто не в состоянии был противостоять истребителям противника. А так, в принципе, сама конструкция очень даже удачная в плане решений технологических. И они были использованы в дальнейшем версии на Ю-88. Инструкция выполнена также. Нет, это выполнено в виде книги. Вот, сшито на скобу. Детально все нарисовано. Чертежи очень информативные и крупный шрифт, то есть легко читать. Сборка крыльев, мотогондол, двигатели, шасси, оперение. Даже лесенка для экипажа есть, надо же. Это сейчас отдельно посмотрим. И варианты оформления камуфляжа. Это летная школа, 1939 год. Это тоже в Праге летная школа. Фюрерская, это школа этих командирская. Еще одна версия немецкая. Южноафриканская камуфлирование и версия. Португалия, 42 год. И Вена, 39 год. Ну, очень достойно, очень информативно. И все расписано. Я думаю, что это очень хорошее пособие для сборки. Мне нравится. Декаль для Юнкерса 86. Разные варианты. Деталировка очень и проработка классная. Качество декали очень высокое. Печать. Даже мелкие надписи, все видно. Детали кабины. Приборная панель. Все сделано очень достойно. Это будет интересная работа. Собрать, покрасить, сделать данную модель. Я уже предвкушаю эту работу. Спасибо за внимание, за просмотр. Всем хорошего настроения и удачи в вашем интересном деле.